Вот. YouTube. Киреру говорит Мика, ты тоже Я там. жив. Так, я вас выключу. Ютубчик. Дед, не говори. Тихо, не разговаривай. Ютуб, ваша задача смотреть, чтобы ничего не лагало. Я кое-что поменял, поэтому вы должны бдить. Вы должны смотреть и все бдить. Это ваша задача на сегодня. Здрасте. Всем здрасте. Не паникуйте. А вот теперь мы запускаем Twitch Trovo. Вот, здрасте. Да, деда выбил. Деда выбил. Одну штучку. Один дед без смс-регистрации. Так, что это? Задание легенд. Да, это то, чем мы сегодня будем заниматься. Мы будем заниматься сегодня дедом. Усер стубен, Назару IT for spamming and excessive use of MS. Important details. Намного Stream лучше, is как delayed, будто. your sacrificed Но не between виснет. Twitch and YouTube platforms. Аня Энтли подчеркивание Mentiон Tenras unpredictable behavior. Ой-ой-ой. Some viewers are looking for the Twitch Вы не stream. понимаете, что происходит, но... Авраул, Shy is waiting for the stream to start. Сейчас. Давай сделаем вот так. Вот так. Вот так. Все. Я готов. А я не Вилета выбил. Ты молодец, я поздравляю. Это она пыталась на английском говорить. Но у нее ничего не вышло. Итак, поручение. Я предлагаю сейчас быстренько выполнить дейлик сюжетный. И пойдем проходить деда. Куда мы пойдем? Мы пойдем вот сюда. Не то. Не то. Доставка еды — это сюжетный в этом случае. Перевозки. Уничтожьте аэростат. Не понял. А кто в этом случае сюжетный? Вы геомейн? Ну да, у меня 2 гео в мейне. Чиори и дед. Какой из них? Опасные перевозки, потому что мы проходили, и они были сюжетные. Давайте пройдем тогда оба. Быстро. Тенор говорит, как дела? Все нормально, привет, доставка еды. А вот этот перевозка нет разве? Теперь я тут всем приветики. Объяснитесь, расскажитесь. Потому что я же помню, мы проходили, и все нормально было. Нет? Чатик. Керлиф говорит Тенре, как тебе дед и его столбы. Нравится. Натали Фелови говорит, можно скушать блюдо, которое просят доставить для ачивки. Киреру Зачем? говорит, чат озвучивается. Ну, Бета чуть-чуть. Ник Фреми говорит, как поживаете, Тенреня. Все нормально, не. Ли говорит, Как как ты? делишки у вас. Все нормально. Как денек прошел. Как твои? Сейчас будет суммаризация. Киреру говорит, а все. Слушайте. Назару IT говорит Тенре, когда будет Марве Рейвелс. Будет. Каукайлтер говорит о Пайтиари. Сейчас, слушайте. Чат взорвался, братва. Все живы, все целы, и даже звук лучше стал, как будто в другой мир попали. Кое-кто уже легендарки выбивает, а некоторые про еду вспоминают. Есть пару типов, кого стоит забанить за флут и автоп. Пора разобраться, кто тут настоящий крутяк. Так, сейчас я выключу и Натали объясню. Фелови говорит, перевозки Короче. это обычные. Все окей. Я включил суммаризацию, то есть даже когда я буду проходить сюжетные квесты, он будет показывать, озвучивать то, что происходило в чате. Но я добавил типы озвучивания, типа суммаризации, чтобы она говорила как там гопник, вот такой, типа бандит. Есть там милая девушка, есть там поэт, чтобы она в стихах говорила. И вот когда вы будете слышать суммаризацию, имейте в виду, что она говорит как бандит. И типа вот всякие вещи такие. Блин, а она мне заново даст задание? Чат да. Сабин, спасибо. А что у меня не озвучивает? У меня не озвучивает, ё-моё. Сабин, спасибо, Кирару, спасибо. Так, где? Сабин, почему я не вижу твоих эфиров? Как это понимать? Алерты. Сейчас я быстренько себе настрою. Просто я тут много всего переписал, поменял. И у меня не настроено оповещение. Сейчас мы сделаем Images.
Это донаты. И... Так, это что? Сейчас, play. Так, давайте вас... О, простите, минус ваши ушки. Да, вот наш... Шиканока-нока-нока-кош-тан-тан. Так, и вот здесь мы... Скажите мне пока, виснет у вас ютубчик или не виснет. Это супер важно. Вообще ради этого все затевалось. Я пока вот здесь быстренько себе сделаю, быстро. Кирору говорит, не виснет. Отлично. Ли говорит Мика, не знаю. Пока вроде живу, а вроде уже и нет. Кирлив говорит, не аригато. Не аригато. Кирору говорит, не виснет. Я рад. Аня Мика говорит, у меня все хорошо работает и не виснет кусь. Ли говорит, не виснет. Я так накосячил, вы Всё не представляете. Так, ну-ка напишите что-нибудь. Бета Ник Фреми Всё говорит, нормально. да нормально, вот мой ник терпит изменений пока что так. Зачем? Зачем ты все сломал? Кирору говорит, зачем ты косячишь. Да я не виноват. Привет, болею. Сабин, поправляйся. Все. Добро пожаловать в Кирлив ресторан говорит, «Хороший висло. охотник». Чем Сейчас могу быть? вроде уже нет. Как висло? Ли Объяснись. говорит, кусь. Аня Мика говорит, покайся в своих Всё. косяках, хехиня. Не, тихо. Заказ. О, путешественница, ты говоришь, что пришла поесть? Я понимаю твои желания, но дай я приготовлю тебе самое вкусное блюдо на свете, а ты поможешь мне кое-что сделать. Эрнест, винокурня «Рассвет», часто заказывает у нас еду, которая должна хорошо сочетаться с вином. Его запасы часто бывают специфичны. Спасибо. На этот раз он заказал жареные редисовые шарики, но непременно с добавлением яиц. А, мы же уже это читали. Это 1 в 1. На чате сегодня было много веселья. Саморизация. Кисел подчеркивание 1234 и Фреми подчеркивание 140 бета ник. Фреми могут получить бан за негатив. Туда. Ли и Аня, точка-мика, обсуждали свою выносливость. В чем? Кирлиф и Кирору радовались предстоящим выходным. В целом, чат был позитивным, хотя некоторые пытались навести хаос. Кто? Ли и Аня, точка-мика. Это динамичный дуэт, Кирору держал веселую атмосферу. Короче, Динамично. чат был on fire. On fire. Да. Так, надо будет сделать так, чтобы, наверное, он вам тоже выводился в чатик вам, чтобы было повеселее. Давайте я сейчас быстренько это сделаю. Так, Эрнест, на. Я не буду это читать, потому что это одно и то же. А давайте тогда выполним ачивку, раз уж нам дают одинаковые задания. Сами виноваты. Что он заказал? Редисовые шарики. Редисовые шарики. Как они выглядят? Наверное, как шарики. Непонятно. А я могу? Поиска нету. Вот, шарики с креветкой. Снег, блинчики. Где шарики? Яичная крепость, где моя... Что? Где моя мора блюдо называется? Вкусный редисовый использовать. Я съел. Подожди. Эрнест же заказал. Что происходит? Заберите... Почему игра меня булит? Я не забрал заказ. Я же с ней поговорил. Зачем? Чё она мне его сразу не дала? Алло. Ты чё, мать? С ума сошла? Вот яйца. И яйца нужны были. Сейчас я все съем. Би. Мы съедим за то, что она нам дает по 2 раз подряд это. Ты огорчишься? Ей плевать. Я не знаю тогда, как выполнять это.
Игра булит, все булит. Ну, я так и живу постоянно. Опа, есть. У тебя время идет, дядя. Теперь идет. Блин. Меня смущает, что они повторяются, что их нужно проходить одинаковые по 5 раз, чтобы давали новые. Я пойду... Ну, хорошо, да, давай. Жду тебя там. Эрнест, я съел твои шарики. Так, ваша еда, сэр. Так, ну, опять же, мне надо было все съесть. Да. Блюдо нужно съесть не из еды, а в закладке с заданиями. Оно там было. И потом снова поговорить. Блин. Ладно. Буду иметь в виду. Я не думал, что она делится. Какие шалуны. Я вас накажу всех улов. Давайте. Я сейчас одну штучку сделаю. Вы пока полюбуйтесь, какая чавори классная. Кирару или подчеркивание хотят шалить, но ли подчеркивание боится фраз. Каких фраз? Простото хвастается 44 рангом. Ты молодец. Есть фрейме подчеркивание 140 бета, который спрашивает «И за что?». Есть и Назар UIT, который уходит на Twitch. Да, это мы Ли знаем. подчеркивание хочет в шалаш. Какой Кирару шалаш? и Керливи обсуждают игру, а ли подчеркивание ищет компанию для шалаша. Ничего Есть себе у вас там. предложение банить Кирару или подчеркивание. Туда. Ну все получается, бан вам. Вы думали, все так просто? Будете спокойно жить? Нет. Settings is chat muted. Давайте вот так. По идее, все. Теперь вам тоже будет приходить сообщение. Вот это большое. Из суммаризации. За что хейт озвучка? Ну, потому что ты шалила, вот она тебя и забанить хочет. Добрый вечер, здрасте. Добрый вечер. Так, забирай. Точнее, отдавай. Так, а я теперь могу забрать все свои вкуснихи? Ну-ка, да. Спасибо за подарочек, Сенечка, привет. А вот эти, значит, что я не забрал, да, их? Мне нужно выполнить. Я правильно понимаю? Как будто бы да. Ладно, я буду проходить квесты, они в любом случае пройдутся. Я предлагаю закрыть одну жилу пока. В чатике потому что... кипит. Ли. Так, ну-ка. Кисель и Кира хейтят Эшли. Надо забанить их. Мика и Эшли в курсе. Шоу временно закрыто. Фреми и Карилайф тоже в теме. Снежок хочет баннер, но кто его знает. В общем, шумиха, но без стрельбы. Но без стрельбы. Это было в чатике, вы скажите? Сахароза. Капец, в чате кибербуллеры. Как с вами жить? Не было. Не было? Привет, Зеро, привет. Обмануть пытаетесь, получается, да? Ну, давайте я перезапущу, может быть... Ну, хотя... Ой, сейчас у вас там такая беда случится, чат, вы не представляете. Братва, чат взорвался от шуток. Появилась? О, Ли, появилась. Кирару, Керлиф, Фреми подчеркивание 140 бета ник, Фреми и Аня, точка Мика. Все в кайфе, никто не виснет, всем зашибись. Это Но на есть самого тут начала. Ли, который надо срочно забанить за косяки и шалости. О, понятно. Все, Надо лет держать летело. ухо востро, чтобы не допустить хаоса. Угу. А то Италия, она такая. Ой-ой, я все перепутал, мне же дед нужен. Куда ты лезешь, Дехе? Это же сначала выход деда. Как это не хочешь? Озвучка же фигни не скажет.
Ли пытается подшутить, но Кирару не в настроении. Ты чё, Кира? Эшли просит озвучить, Кирару и Аня обсуждают. Фрейме подчеркивание 140 бета объясняет свой ник. В чате возникает спор о заданиях. Эшли просит приветствовать. Приветствую. Керлиф и Кирару спорят. Зеро подчеркивание Брилла покупает бенгальские огни. Простото просит мирно общаться. В чате царит хаос, но Керлиф восхищается. Имена на бан: Ли, Кирару, Эшли. 3 претендентки. Все, бан вам. Вас и забанил, оло. Я же не спорю, ничего не знаю. Ладно. Я слил чуть-чуть смолы, чтобы она восстанавливалась, потому что надо. Все, мы идем деда щупать. Щупаем деда без смс-регистрации. Вот тут. Задание легенд. Почему вы меня вините? Это же озвучка. Тень прошлого. Вы с Пайман увидели знакомое лицо на бриссерном пароме. Это то? Подожди. Соляной цветок. А, ну да. Окей. Отсюда? Ну, окей. А я же здесь плавать не могу. Пойдемте отсюда. Все обиделась меня, озвучка банить хочет. Это не озвучка, это искусственный интеллект. Озвучка и искусственный интеллект — это там разные сущности. Так. Баба. Ух ты, что-то... это печать. Полезли. Да не то. Как высоко. Ой, пойдемте в ту дырочку. Короче, на Твиче меня игнорит, так что буду тут. Кто тебя игнорит на Твиче? С ума сошел? Макс подчеркивание Гуси и Эшли предлагают забанить всех, кроме себя. Ли подчеркивание обижены на озвучку. За что? Махбуси, Эшли и их подельники заслуживают Подельники. бана. Назар вон туда. Уайти перебежал на этот стрим. Не дай им сойти с рук, стример. Я окей, я понял. Искусственный интеллект приказывает. Макс, привет, кстати. Видимо, я это пропустил тебя. От озвучки никто не уйдет. Вам это с рук не сойдет. Алло, чат. Красивый. Прикольно. Меня булят. Кто? Вы что? Почему мне кажется, что Тенрен научил и тому, что мы все засранцы? Просто понимаешь, даже искусственный интеллект понимает, что вы засранцы. Тут его даже учить не надо. Он просто знает и чувствует. Есть чувство теперь у меня, что я не долечу. Ну да. О, вижу геокул. Ладно. Я думаю, мы поднимемся. Мы вот здесь сейчас схватимся. Не хочу мочить трусики. О, давай. Ай, молодец, даже трусики не намочил. Ладно. Баба, путись. Ну, все-таки намочил. Ну, как так жить? Поднимись. Еще и... Что-то это... Я отвык от Геншина. Так вот, пацаны. Что? Разве этого человека приглашали на борт? Как вы сюда попали? Путешественницу привели к Бриссенной чего-то кого-то. Лосяш. Ты лосяш? Это был самый необычный способ попасть на борт бисерного парома.
Мы просто хотим посмотреть. Все хотят просто посмотреть, а потом всем нравится то, что они увидели, и потом они уже не собираются уходить. Пускай вы и прибыли сюда нестандартным способом, но мы рады вас видеть, как и любого другого гостя. Указывать вам на выход сразу после вашего прибытия было бы дурным тоном. Однако вам придется соблюдать правила, иначе мне придется доложить начальству. Какие правила? Правила очень простые. У каждого гостя должно быть приглашение. Я нарушил. Что делать? Те, кто проникает на паром без приглашения, в основной своей массе коварные преступники. Я не такой. Но не волнуйтесь, я прекрасно понимаю, что вы попали на паром без всякого злого умысла. Вы просто не были знакомы с правилами. Спасибо за подарочек. У всех наших гостей есть приглашение, согласно нашим правилам. Гости имеют право приглашать других гостей. Поэтому я рекомендую вам познакомиться с остальными гостями и получить от кого-нибудь пригласительное письмо. Окей. Славно. Мне нравится твой подход. Я буду ждать тебя здесь. Окей. Заявился на бисерный паром в мокрых труселях, а это... Ну, потому что тут смотри, какие мужчины и женщины. Максим, смотри. Этот Максим? Все из-за тебя. Ты думаешь, трусики почему мокрые? Потому что я в воде был? Нет. Ой, подождите. Секунду. Сейчас. Баба. Секунду. Братаны, тут и хочет захватить чат, а Тенра их всех подставил. Эшли или подчеркивание не за бан всех, а только с Максиком. С вот этим? Назар у IT жалуется, что его булят, а Еплай предупреждает, что и всех нас натравливает. Риви или подчеркивание готовится к шалостям, а Аня, .Мика. Предлагает объединиться против Тенры. И, кажется, научился новым трюкам. Не забыть забанить Назар у IT и Эндрюс. Ну все, отлетели пацаны, получается. Так, ладно. Максим, го дружить. Бисерный паром в реальности так же прекрасен, как и по слухам. Не могли бы вы помочь с пригласительным письмом? С пригласительным? Вы не получили приглашение, а просто поднялись на борт, и никто вас до сих пор не выгнал? Ха-ха, это что-то новенькое. Однако от меня вы приглашение не получите, даже не думайте. Пес какой. Мне тут нравится. Не хочу, чтобы меня выставили отсюда. Ты слышишь, ты что такой? Ты же Максим. Лофен. О, Джунли. Не ожидал увидеть вас здесь? Так. Эти двое ваши друзья? Да, мне посчастливилось познакомиться с путешественницей совсем недавно. Она многое повидала, весьма талантлива, и мне крайне приятно ее общество. Тенра, мы только что обслужили Василина Камня в контексте истории. Не хочешь послушать? Обсуждали. Сей господин напрасно оспаривает силу Геоархонта. Как профессиональный археолог, я собираюсь его в этом ошибочном мнении переубедить. Чувак, ты разговариваешь с Геоархонтом, ему виднее. Вообще-то может быть, ему виднее. Мы как раз обсуждаем местонахождение первой Моры в истории. Первой Моры в истории? Как всем известно, Властелин Камня научил древних людей Лиуэ плавить руду и изготовлять товары, что позволило им наладить торговлю с другими народами. Сегодня только Лиуэ наделен властью чеканки Моры для всего континента. Самую первую Мору, должно быть, Властелин Камня очеканил собственноручно, 1000 лет назад. Согласно моему исследованию, и моим некоторым предположениям, я считаю, что эта исторически значимая Мора тайно передавалась в качестве реликвии. К примеру, властвующая в Лиуэ Цисин смогла использовать ее в секретном... Максом, но Мика с Эндрюсом шутит. Ли и Риви обсуждают пошлость, а Зерахков грешник. Вы что там делаете? Мотика лайкает, Назар ругается, Фреми проник. Ли и Риви флиртуют. Алло. Ейпли в курсе квеста.
Анна и Мика Дис на озвучку. Какой ГФ дис? Апс и Реви про баннеров. Андрюс банит. В общем, чат, как всегда, криминальный. Ну, Надо банить криминальный. Назара за флут и Андрюса за чат-контроль. все понятно, бан всем. Засранцы, и шалуны и флиртуны. Все с вами понятно. Использовать в секретном ритуале преступлений в должность. Нет, нет, нет. Мои исследования указывают, что с первой Морой все куда сложнее. Мора — это своего рода катализатор. По сей день Мора используется в мистицизме благодаря ее удивительному свойству улучшать оружие. Первая Мора в истории, несомненно, обладала самой большой силой, поэтому в моем следующем историческом труде будут смело продемонстрированы последние открытия моего кропотливого десятилетнего исследования. А именно, Властелин Камня использовал первую Мору в качестве катализатора для усиления кинжала и меча. Кинжала и меча? Ха-ха. Если вам интересно, то и обязательно купите и прочтите мою книгу, когда она выйдет. Ну а пока я раскрою вам вот что. Того, кто найдет этот кинжал, будут почитать во всем Лиюэ, а в нашедшем меч... Он говорит, у него губы открываются, а он не говорит. А нашедший меч станет правителем города. Я могу. Не могу согласиться. А? Давайте обсуждать существование кинжала и меча пока не будем. Мора и деньги появились прежде всего как мера ценностей и контрактов, не более. Мора задумалась властелином камня как катализатор торговли, а первая Мора была самой обычной монетой, которую на что-то потратили. Так, секунду. Get ready. Get ready. Как говорится в... Как его называют? Tekken. Get ready for the next battle. Так. По-моему, гипотеза господина Хан Сюэ звучит весьма разумно. Тогда как доводы господина Джун Ли лишены всякой основы. Нельзя относиться к великим замыслам Геархонта с таким пренебрежением. Кстати, на самом деле... вот это большая ошибка, когда люди, просто не зная чего-то, дают слишком много контекста и много додумывают за что-то. Особенно это большая проблема в истории, когда люди слишком много прям переосмысляют вообще в самые мелочи, и выходит какая-то вообще сверхъестественная кабала. Вот, поэтому очень реальная ситуация. Терра мы не нанимались тестировщики. Кто сказал? А ты за стрим платил? Вы мне сколько задолжали за то, что вы сидите на стримах? Оло, каждый раз уходим за 2 часа, и потом вы мне должны. Все, расплачивайтесь. Да нет же, я не пытаюсь спорить, что верно, а что нет. Я просто излагаю факты. Довольно же. Неужели вы считаете, что смогли понять Властелина Камня лучше меня? Чувак. Вообще-то мои познания в истории не богаты, и хвастаться я бы ими не стал. Но если все мнения совпадают, то всякое обсуждение теряет свою ценность. Тогда скажите мне вот что. 1000 лет назад, когда Лиюэ начинал строиться, Властелин Камня обучил людей строительству. Модель дома, которую он им показал, была выплавлена из Моры, так? Все правильно. Хорошо, тогда скажите, почему Властелин Камня пошел на такое расточительство, если не из-за сверхъестественных сил Моры? Объяснить это несложно. Какой еще материал богу коммерции получить проще всего, если не Мору? Звучит так, как будто ты рассказываешь про кого-то другого. Речь идет о Властелине Камня. Господин, у меня есть несколько вопросов касательно археологии. Не могли бы вы мне найти место потише и поговорить? Если вы, конечно, не возражаете. Походу, она догадалась. Да тут, братва, цирк с конями. Ли подчеркивание и Риви в деле. Обсуждают Тенру. За что? Назар Уайти чувствует себя обиженным. Требует бан озвучки. Эндрюс предлагает кусь Тенру. Не, забаню Эндрюса. Надо держать глаза на Эшли и Фреме подчеркивание 140 бета. Они могут заслужить Они бан. по-любому могут, да. Аня,
Точка точка советует не усложнять жизнь. Да. И подчеркивание обещает доказательства. Киритер Крауст Саурц спрашивает про новый ивент. Новый ивент не В знаю. общем, братва, тут не скучно, все на чеку. Я тоже ору с озвучки, на самом деле. Это такая прям жесть. А хотите, давайте я переключу, чтобы она в стихах говорила. Это она сейчас бандитская, давайте сделаем поэта. Посмотрим, как она будет. Ура, цирк с конями. Вот это. Братва, да тут, братва, цирк с конями. Самое начало сообщения. Блин, на самом деле оно к вам не помещается, и вы его не видите. Может быть, его надо будет убрать, чтобы вам чатик не укатывался. Так вот. Я ни в коем случае не откажу. Но ничего, если моя подруга составит нам компанию. Возможно, она тоже сможет нам помочь. Кто я? Да, что вы? Я буду только рада. Пойдемте же. Пойдем. Ава-ва, пути меня. Пути камеру. Спасибо. Так, во-первых. А почему тут столько людей, как бы... А чё Максим какой-то недружелюбный, я не понимаю. Так, подождите. Гуаньхун. Человеческая жизнь так коротка. По поводу пригласительного письма. Пригласительного? Вы ждете, что я приглашу вас? Это удивительно. Кто бы мог подумать, что некто сначала поднимется на борт, а потом будет искать того, кто пригласит его. Но, к сожалению, я не могу пригласить вас. В конце концов, я не могу доверять незнакомцам. Ну, на самом деле, ты самый адекватный. И не такой грубый, как этот пес Максим. Старый? Ты что, старый? Один. Джао, ты же молодой. Как я и рассчитывал, сегодня вечером стало на одного меньше. Кто? О чем ты? Как ты услышала меня? Ничего. Просто одним постоялым клиентом стало меньше. У него был пропуск пригласительный, дайте мне. Пожалуй, он пропал. Невелика беда. Скоро придут новые, поэтому переживать нечего. Что значит пропал? А то и значит, исчез с лица Лиуэ. Недавно на пароме некоторые гости устраивали шумный пир, а на следующий день бесследно исчезали, будто их и не было никогда. Я уже более 10 лет работаю здесь телохранителем, и это мой юный друг не редкость. Пусть блеск и роскошь бисерного парома тебя не обманывает. В этом жестком месте людей съедает вместе с костями. Как-то. Ты без особой нужды сюда не ходи, а лучше займись своим делом. Что ты за страсти рассказываешь, сопровождающий? Ты чей сопровождающий? Гуаньхун? Пацаны, тут люди пропадают. Властелин камня просто что-то с чем-то. Стоило ему уйти, как люди тут же начали порочить его имя. Хоть и живем мы в эпоху людей, все равно должны оказывать богам прошлого хоть талику уважения. Звучит логично. То же самое, да? Окей. Так, все со всеми поговорили? Давайте пока здесь я сразу заберу Геокулу. Сундук! Чуть не спрятали. О, Лося. Лося, мы же с тобой это... Я тебе подожди. Чуть-чуть подожди, мать. Я тебе все принесу. Баба. Поднимись. Залазь на шест. Да блин. Капец, он сколько много отправил. Не, я по это вырубаю. Сейчас мы, конечно, послушаем. Стример, чат горит огнем. Есть тут и шутки, и смех в потоке. Но Назар у IT в слезах, он вдруг печален. Озвучка, кажется, всех булит вокруг. Ли подчеркивание хочет пошалить, веселье ждет. А Фреми подчеркивание 140 бета ник, Фреми, хвалит Эшли. Изюминка чата, Эшли, веселый трепет. Но Назар у IT вновь страдает от злобы. Риви уверен, что смех – лучшее лекарство.
А Керлиф жалуется на плохой инет. Так, давайте мы UIGI вырубим. слэш Акторпс ждет, когда Теори ляжет на плечо. Чат полон разнообразных сюжетов. Давайте бандитский сленг Пусть был самый веселье царит, нормальный. а печали уйдут. Смех и радость в чате пусть всегда живут. Пользователей на бан. Назар UIT. Негативный настрой, жалобы. Вот, назад. Рибайн Не Местер дури. Либрн. Спам сообщениями. Не спаем, не спаем. Вот. А с рифмой у нее беда. Поэтому какое офигенное качество. Спасибо большое. Так, прости, мать, я не тебя. Я вообще вот сюда. Поднимись. Она на движущие объекты не цепляется? А вот, нам не надо. Окей. Ладно, пойдемте пообщаемся. Наверное, еще с вот этими поговорим. Цуэр. Придет ли сегодня господин Чао? Ты по поводу пригласительного письма. Пригласительного письма? Боюсь, вы обратились не к тому человеку. Я лишь принимаю гостей на борту судна и не вправе передавать вам приглашение. Однако то, что вы, несмотря на отсутствие пригласительного еще на борту, это странно. Обычно людей, поднявшихся на судно без приглашения, сразу же возвращают на берег. Вы надеетесь, что кто-то на борту выдаст вам приглашение? Это маловероятно. Обычные люди не отправляют приглашение незнакомцев так просто, обычно. Давайте сделаем так. Я помогу вам найти среди людей того, кто будет вам полезен, но услуга за услугу. Вы тоже поможете мне кое в чем. Моего возлюбленного зовут Чао Си. Мы с ним договорились, что при следующей встрече он заберет меня отсюда. Но я все жду и жду, а от него никаких вестей. У меня много работы на борту, и я не могу спуститься на берег и поискать его. Не могли бы вы доставить ему это письмо за меня и спросить, как он там? Я сделаю. Замечательно, спасибо. Я буду ждать вас здесь. Возвращайтесь скорее. Блин, нам дали квест. Я хочу. Она мне сказала, отдайте письмо Чао. Цюге. Ох, горло болит. Вы пришли послушать пьесу. Мне жаль, но у меня ужасно болит горло, и я не могу выступать. Не могли бы вы мне дать пригласительное письмо? Пригласительное письмо? Вы... Ночью приходят люди. Вы еще не получили его? Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь. Я не гость, меня лишь наняли, чтобы петь на сцене. Как только я закончу, я сойду на берег. Но мое горло, боюсь, мне придется отложить выступление. Где же взять приглашение? Вы хотите получить приглашение у кого-то из гостей? Мой вам совет. Забудьте. Гости поднимаются на борт бисерного парома, не будут отправлять приглашение тем, кого не знают. Прозвучит неделикатно, но никто здесь не захочет подвергать себя риску. Вы тоже пришли провести время, хотя ваш наряд не кажется подходящим в ситуации. Еще один сундук, а некоторые умельцы уже Еще начали один? хвалить Эшли. Какие Но умельцы? есть и такие, кто советует Назару сменить ник на Бул. Есть Сказать, парочка что... типов, которые веселятся на озвучке и пытаются что-то там прокачать. При этом есть и те, кто ждет долго-долго. Некоторые уже даже на концерты не ходят, так что тут явно что-то не так. Короче, надо держать руку на пульсе, а то, не дай бог, пропустишь что-то важное. Я, кажется, что пропустил что-то важное. Так. Но я понимаю, вы хотите расширить кругозор, встретиться с новыми людьми. В конце концов, такая возможность выдается нечасто. Хотя я не могу помочь вам с приглашением, но я знаю, как вам законно остаться на борту. Но услуга за услугу, вам тоже нужно будет кое-что для меня сделать. У меня болит горло. Мне нужно 3 цветка цинсинь, чтобы сделать отвар, но я не могу спуститься с корабля. Не могли бы вы мне найти для меня 3 цветка цинсинь? Я сделаю это. Спасибо. Я буду ждать вас здесь и расскажу, как остаться на борту тогда, когда вернетесь. У меня есть по-любому цветы. Я все собираю. Вы принесли цветы цинсинь? Да. Посмотрим. Да, этого хватит. Надеюсь, отвар по рецепту наставника поможет мне вылечить горло.
Хорошо. Как мы и договаривались, я добавила ваше имя в список членов театральной группы. Спасибо, мать! Таким образом, вы можете оставаться на пароме, пока не уйдем. Теперь торопитесь, используйте это время, чтобы получить приглашение. Почему ты мне помогаешь? Почему помогаю вам? Как бы сказать? В годы учебы я была такой же, как вы. Хваталась за любую возможность, чтобы показать себя, превзойти всех. Бороться в одиночку не так уж и приятно. Сегодня я здесь только благодаря помощи моего учителя. Сейчас у меня есть возможность, и теперь моя очередь помогать ближнему. Ладно, это долгая история. Я сообщила госпоже Ло Сяо о том, что внесла вас в списки, и теперь она хочет вас увидеть. Не волнуйтесь, я уже обо всем с ней договорились. Проблем не будет. Спасибо, мать. Спасибо. Так, Лосяо. Лосяш, как к тебе попасть законно-то? Если бы у меня ничего не было, я бы как дурак сейчас забирался тут. Видимо, вы не получили пригласительное письмо. Еще нет, но я получу. Говорите, как мой босс. Похоже, вы никогда не теряете оптимизма. Но вы уже достаточно сделали. Я знаю, что вам отказали все гости, с которыми вы говорили. Но я знаю и еще кое-что. Цуэр сейчас тихонько выясняет у персонала на борту, с какими гостями проще договориться, кто из них более сговорчив. Цугэ вписала ваше имя в списки ее труппы. Она сказала... Спасибо за подарочек, Ю. Она сказала, что вас вызвали сюда в последнюю минуту и попросила, чтобы я не торопилась выставлять вас на берег. Вам не кажется это занимательным? Эти высокие гости отказывают вам, даже не раздумывая, а обычные люди, наоборот, помогают. Хе-хе, вам стоит подумать об этом. Насчет пригласительного письма вам беспокоиться не стоит. Все эти ваши попытки получить пригласительное письмо были лишь маленьким замыслом нашего босса. Что ты сказала, мать? Ты что, он играется со мной? Что до приглашения он лично подписал его для вас и уже передал мне. Он велел сказать вам об этом, когда вы завершите ваши дела. С этого момента вы можете свободно передвигаться по бисерному парому. Кто ваш босс? Спасибо за подарочек, Кирару. Спасибо, Ю. Ее зовут Джоу Жань. И кто знает, может быть, вы уже встречались раньше. Анамика, спасибо. Кирару, спасибо. Спасибо, перестаньте. Ладно, я рассказала вам все, что могла. Если вам захочется снова посетить бисерный паром, не обязательно будет делать это по воздуху. Телепорт откройте. В порту у нас есть помощник по имени Пинхай. Он перевозит людей между бисерным паромом и гаванью. Когда захотите посетить паром, поговорите с ним. Он сейчас на борту. Если захотите вернуться, скажите ему. Спасибо, Анамика, Кирару, Ю. Ю. Я буду называть тебя Ю. Кирару, спасибо. Я вас сейчас забанить начну. Вы что? Паром. Я надеюсь, что я смогу теперь вернуться нормально. Подожди, почему вопросик говорит? Это кто? Ты? Пинхай. Что это за дурачок пришел? Бан. Вот и все. Интересно, а как это учтет озвучка? Вот эти символы. Надеюсь, как спам. Спасибо за подарочки. Ю, спасибо. Риви, спасибо. Блинтон через подарки. Ну, я забаню их, и все. Это вы тот почетный гость. Если нужно вернуться в порт, только скажите. Вернуться в гавань Лиюэ. Пожалуйста, сюда. Поехали. Вот, нас вернули. Давайте прогуляемся тогда до вот этого пацана. Тут был. Мне дали квест письмо отнести. Па-па-па. Не понял. Тень прошлого. Так, наверное, я смогу это посмотреть здесь, да?
Значок новичка. Говоря, значок новичка может получить любой игрок, вступивший... А, понятно. Письмо. Карта. Что? А, это в разломе. Эшли, спасибо. Подорожная грамота. А где мое письмо, которое нужно донести? Почему меня булят подарками? Ю, спасибо, Эшли, спасибо, Ю, спасибо. Аригато. Коштантан, спасибо. Так, я не понимаю, кто-нибудь объяснитесь. Натали. Меня обманули? Это не квест? Это же квест. 4 из 4. Почему здесь? А, потому что я его выполнил. Непонятно. Сейчас я посмотрю. Осуждают за что? +1 пользователь в чате. Здравствуйте, Нобити. Почему ты ушел с ютубчика? Тебя там забанили? Тебя все-таки забанили на ютубчике? А когда это появляется и начинает говорить, что творится в чате? Оно каждые 30 сообщений, оно делает суммаризацию. То есть, что произошло за 30 сообщений. Ты его вроде закончил, когда поговорил с... Нет, она сказала, отнеси письмо. Я на карте вот здесь видел пацана. Где-то вот тут как будто бы. Вот. Подожди, отслеживай. И меня смущает, что квест прервался. Я хочу пройти, мне интересно, что с ним не так. Ня, Тенра, ня, привет, ня. Здравствуйте, ня. В конце концов. А можно только выключать окна на 5 минут? Нельзя. Вот здесь. Подожди, Цаньцы? Это не ты? Эх, кажется, я побывал во всех окрестных ресторанах, но так и не нашел ничего стоящего. Что ж, придется искать в другом месте. Мы с ним уже разговаривали, окей. Где-то вот здесь я видел. Чауси. Ну, он с вот этой девушкой. Да, мы же с ними тоже разговаривали. И мы просто подслушиваем, но не влазим в диалог. Блин, это что, реально обман? Получается. Или я испортил все? 140 бета ник. Фреми хочет банить за донаты. Риви жалуется на ли подчеркивание. Ли подчеркивание. Риви жалуется на ли? Но не может банить. Фреми подчеркивание 140 бета это что, предлагает забанить перевернутый? Назару IT. Подозрительные сообщения Аня, Мика, и Керлиф. Аня Мика, да, Ли она подозрительная. И Риви обсуждают модеров. Разборки в чате, но ли подчеркивание не дает себя задеть. Лидер Мастер жизнь. Шляпка и Т1 поквеселятся. Эндрюс самовлюбленный. Эндрюс, ты В что? целом, обстановка неспокойная, но контролируемая. Понял. Назару IT, кандидат на бан. Как она тебя булит. Ну, ты пропуск получил другим способом, и квест закончился. Попробуй в репутации проверь. Блин, я хотел выполнить этот квест. Никак уже не откатиться, да? Это плохо. Здравствуйте, департамент по делам граждан приготовил для тебя новые задания. Если тебе интересно, я посвящу тебе в детали. Какова репутация в Лиуэ? Океанская жемчужина. Это оно было? Я не знаю. Я не знаю, не понимаю. Ну, хотя да. Это же бисер. Может быть, жемчужина, бисер, все дела, нет? Он же вот здесь стоит, чувак, который меня отвезет. Нет. Все профукал. Так, ты? А где? Вон оттуда? Непонятно. Вон тот, вон он, вижу. А что вы строите, пацаны? Корабль?
О чем думаете? Кажется, у них что-то тут интимное, я не буду мешать. Так. Почему меня озвучка не любит? Назар, я не знаю. Она сам... это не он. А где наш паромщик? Как мне теперь добраться туда законно? Я не вижу. На карте не отмечено. Кто-нибудь скажите, пожалуйста. Аригато! Спасибо за подписку. Кстати, можно же теперь подписку отобразить. Секунду. Вот это. Не-не, как угол. Тебя. Снять замок. Киньте, пожалуйста, одну монетку, я извиняюсь, мне проверить надо. У меня тест. Так вот и... Во, все работает. Все, больше не надо. Все, больше не надо, спасибо. И сразу спам. Спасибо большое, я просто проверить. Спасибо. Кирару, Риви, Ю, спасибо. Ю, почему ты молчишь, или я не вижу твоих сообщений? Ты же новенькая. Спасибо, Анамика. Так, кто-нибудь писал с квадратной пристани? Вот это? Ну, давай посмотрим. Странно, что он не отображается на карте. Чуть неудобно. Ух ты, а ты кто такой? А с ними, со строителями, нельзя говорить? Здрасте. Нельзя. Ты проверяешь, что, тепло? Доски? Мне нравится, как она дельфинчиком ныряет, когда ты прыгаешь рядом с водой. Ты напросил донат 2. Алло. Так, где? О! Пинхай, хай. Здрасте. Спасибо большое. Если ты хочешь поплавать в море или порыбачить, найди себе другого лодочника. Я только вожу гостей на бисерный паром. Я тебе для чего пришел, Оло? Риви, спасибо. А я сразу-то и не понял. Раз он на бисерный паром, прошу, садитесь в лодку. Поехали. Костантан. Спасибо, Риви, Ли. Я извиняюсь, можно я сейчас кое-что сделаю? Я буквально на секундочку звук отключу. Вот здесь и здесь. Все, я здесь. Так. Чтоб не подумали ничего такого. Ну что, пойдемте общаться тогда. Я очень жалею, что я этот квест провалил. Может, я смогу с ней поговорить? Так, мы это все знаем. Это мы общались, мы это все читали. Блин, я провалил этот квест. Как обидно. Ладно. Надо с ней, археолог. Она, походу, догадалась, что это властелин камня. То, что я хочу сказать по отношению к властелину камня, прозвучит несколько неуважительно и обязательно вызовет возмущение окружающих. Поэтому я бы хотел обсудить это в уединенном месте. Или не поняла? Ваши аргументы, господин, демонстрируют живость и остроту ума. Что важнее, вы не купились на хвастовство, оставаясь объективным. Она поняла. У меня есть вопрос, а ваш ответ, возможно, будет отличным от мнения других ученых. Все ли убитые Геархонтом боги были злыми, как вы считаете? Давайте критерии добра и зла пока отбросим. Властелин камня придавал огромное значение контрактам, поэтому божества, которых он убил, тем или иным образом нарушили какой-либо контракт. Точно! Властелин камня ни за что бы не стал убивать невиновных. Суммаризация сломалась, да? Она включена. Чат, давайте так.
скажите мне оставить вам суммаризацию, вернуть, чтобы она озвучила эти сообщения? Либо я просто буду по сюжету спокойно играть и не буду париться? Давайте вы решайте. Но во время своих исследований я узнала о легендах об Архонте Соли. Архонт Соли, Хеврия, была доброй богиней, но все равно сошлась в битве с Мараксом. Маракс прибегнул к весьма бесславной уловке, чтобы убить ее. Что? Быть не может! Об этом долго рассказывать. Вряд ли это та правда, которую вам хотелось бы услышать. Ничего, прошу, расскажите мне все, что знаете. Я уделила много времени поиском ответа на этот вопрос. Так, давай включи ИИ, да. Привет, привет. Это все Назар сломал, по-любому. Назар сломал искусственный интеллект. Ой-ой-ой, надо было отключить сейчас вот это. Бандиты, смотрите, тут в чате полный бардак. Назар у IT ищет симпатии, но его булят, а Эшли идет по жизни, кусая всех подряд. Алло, какая? Керлиф ищет оправдание для своего лага, а Епрлай в рифму входит. Сейчас. Но некоторым уже пора в баню. Назар у IT за нытье, а Керлиф за флут. В общем, чатик кипит, а Эшли – настоящая звезда шоу. Так, звезда. Да, Назар проклял и получается. Так, ну все. Джун Ли, кажется, смутился. Неужели настолько запутанная история? Так и есть. Даже не знаю, с чего начать. Опа, на чё? Пёс из Фатуи. А? Вот вы где, господин Джун Ли. Я уж обыскался. Фатуи? Брось оружие, не подходи. Не то Пайман доложит на тебя миллилитом. Во-первых, я безоружен. Во-вторых, не нужно так бурно реагировать. Я археолог и снежный, и неприятности мне не нужны. Все Фатуи так говорят. На этот раз я уведомил департамент по делам граждан. Хотите проверить мои документы? Пожалуйста. Мною в Лиюэ будут проводиться археологические исследования. Власти будут также оповещены об их результатах. Еще я слышал о ритуальном бюро Ванше, которое Ванше работает консультант по имени Джун Ли. Что? В ритуальном бюро Ван Шен работает консультант по имени Джун Ли? Это ж наш дед. Обладающий глубокими познаниями в истории и археологии. Поэтому в обмен на его услуги консультанта я передал ритуальному бюро кругленькую сумму. То есть это считается работой на ритуальное бюро. Нам следует быть осторожными. Раз это работа, ничего не поделаешь. Консультант ритуального бюро Ванше обязан чтить свой долг. Вы впрямь очень благоразумны. Тогда выдвигаемся. Подождите. Если вы изучаете археологию, то не могла бы ли я к вам присоединиться? Я тоже археолог и буду вам полезна. Тогда по дороге мы сможем продолжить наш разговор. Ты тоже можешь к нам присоединиться, Тенра. Аня и Назар у IT булят друг друга. Надо чекнуть их. Чекнем. Эндрюс и Фреми подчеркивание 140 бета ник. Фреми оправдываются, но могут вызвать беспокойство. Керлиф и Епрлай. Окей. Окей. Нужно банить Назар у IT за агрессию. Назар, ты рано обрадовался. Почему озвучка тебя булит? Я не знаю. Так, зачем? Этот опыт может пригодиться тебе в будущих приключениях. Эта история случилась еще до восхождения семерых архонтов. Хоть архонта Соли уже давно нет, мой рассказ все равно обогатил бы твое путешествие. Постой, у нас ведь археологическая экспедиция, а не групповая экскурсия. Зачем нам столько людей?
А ты чё, пес? Ты чё, пес Фатуйский, задумал что-то? Видите ли, моя подруга обладает несравненным талантом находить сокровища. Это да. Без чего в нашей экспедиции не обойтись. Что? Каким талантом? От глаз моей подруги не ускользет ни один сундук. Он говорит про меня. Это конек пойман тоже. Признаю, звучит заманчиво. Да будет так. Пойдемте же, дело не терпит. После того, как Архонта Вихрей раздавил нефритовый дворец, волны могли вынести на берег что-нибудь интересное. Попалась бы какая-нибудь реликвия или следы древности. А если это будет фрагмент тела божества, так это вообще отлично. Кто знает, какие находки нас ожидают. Не знаю. Так. Меня Ю, ты почему молчишь? Ты пришла, подарила подарочки, но ничего не писала. Как это понимать? Ты подслушиваешь, ты подглядываешь, ты подсматриваешь, что ты делаешь? Куда мы идем? Джей. Останки вихря. Погнали. Ой, мне тут телепорт открыт. Сомнительно. Кирару, спасибо. Так. Ой, а давайте вот эту штуку используем, потому что они все равно сгорают. Вот, погнали. О, красиво. Какое непримечательное... Ты что, дурак? Разве здесь может быть что-то ценное? Ты этот вид видел? Один вид уже ценный. Пойма считает, что перед нами величественное зрелище. Я подразумеваю вовсе не вид. А раз уж на этом месте произошла великая битва, то здесь определенно должно быть что-нибудь необычное. Но что-то я даже не знаю, с чего начать поиски. Подсматриваю. Понял, принял. Вообще-то каменный лес Гунь – превосходное место для изучения богов, особенно в период войны архонтов. Легенда гласит, что властелин камня именно на этом месте сокрушил архонта вихрем, копьем, сделанный из скал. Это копье? О, пес. После многих лет ветреной эрозии эти каменные копья превратились в тот уникальный пейзаж, каким мы видим его сейчас. Эти огромные скалы были оружием властелина камня? Сейчас мы видим лишь их малую часть. Копья, которые метал властелин камня, значительно превосходили эти скалы как числом, так и размером. Но из-за различных углов, под которыми они вошли в землю, огромные массы воздействия водной эрозии и силы притяжения, многие из них целиком погрузились на морское дно. Таким образом, помимо ветряной эрозии на образование каменного леса Гуаньюй сильно повлияло первоначальное разрушение. Тогда божество, которое могло противостоять властелину камня, тоже было могучим. Верно. В этом и заключается исследовательская ценность каменного леса Гуюнь. Большая часть предметов того времени затонула в море, но благодаря гигантским волнам, которые поднял Архонт Вихрей, многие из них вновь смогли оказаться под лучами солнца. Значит, мы можем найти несметные богатства, которые стоит лишь хорошенько поискать. Спасибо, Мика. В смысле, богатство археологического толка, да? Ну, тогда я спокоен. Раз уж с нами столько народу, думаю, лучше будет разделиться и приступать к поискам. Ладно, тогда я пойду со своей подругой. И хоть я обладаю определенными знаниями в разных науках, с нашим экспертом по археологии мне не сравнится. Вы имеете в виду меня? В чем дело? Это ведь ваша профессия. К чему вы так удивляетесь? Я поняла. Тогда я покажу дорогу. Хорошо. Если кто-нибудь найдет что-то редкое или ценное, то давайте встретимся на берегу напротив. Меня ТТ булит. Ли, зачем ты сидишь в ТТ? Древний Архон, должно быть, оставил немало элементальных следов. Они могут облегчить наши поиски. Тенра ты можешь увидеть, если используешь чувство стихии. Пойдем.
Пойдем. А я вижу точку на карте. Это закон. Стоп. Тихо, пес. А давай. Давай деньги. Где деньги, Лебовский? А давай. А давай. Все? Окей. Но он прям туда же показывает, нет? Зачем мне чувство стихий? Не кричите, пацаны. Ух ты. Ну вот, нашли. Так, берем деда. Втыкаем им палку. Делаем вот так, вот так. И все отлетают от Сахароза по итогу. Да, да. Так всегда и выходит. Откуда здесь монстры? Поскольку каменный утес Гуань, место, где был сокрушен Архонт, его останки воздействуют на эти земли до сих пор. Так. Не понял. Короче, я не буду использовать чувство стихии, смысла нет, потому что мне тупо на карте показывают. Ну что, буду дружить? Бум. Красота. Дехи тоже молодчинка. Красотка. Так, чури, бум. Все. Ты там меня бьешь? Вы меня бьете, а вы не могли подойти, пацаны? Что с камерой? У меня камера сама дернулась. Я не понял, а суммаризация опять отвалилась, или вы мало пишете? Час 19 из 30 сообщений. Ну, вроде все. Ладно, я их убил просто, чтобы подобывать ресурсы, потому что нам надо. Так, палка. Кругляш. А типа тебе так мало дамага проходит? Так, мать, ладно, залезем наверх. Ничего нет. Оцаревший мешок подняли. Би. Что за мешок? Что там есть? Мешок сшитый из абсолютно обычного материала. В нем лежит немного оцаревших вещей. Возможно, эта сумка выпала за борт торгового судна. Окей. Очень мало пишем. Понял. Понял, принял, обработал. Как тебе идея написать вообще жалобы, чтобы Тенра дал нам возможность банить людей? Банить? Нет, вы же тогда меня забаните сразу. Они собираются здесь, ну зачем? Ух ты, лягушка! Прикольно, такого раньше не было. В наше время такого не было. Я все неправильно сделал с этим, но я ничего не могу с этим поделать уже. Да опять я столб неправильно поставил, ну что ж такое? Какая ты грациозная. Прости, но мне надо. Классно. Подкрепление? Вот вам палка. Ой, как классно. Одобряем. Так, можно сразу Сахарозу вот так просто сделать? Ай-яй-яй. Не то. Что-то я так путаюсь, блин, я так давно в Геншин не играл, что у меня уже все это, все забылось. Братан, в чате тусовка живая. Ожили. Назару эти эмоции льет.
Кирлив смех разводит. Ой, Но есть и уроды. Риви и Кирору готовы на провокации. При подчеркивании и Риви хотят банить, надо держать ухо востро. что она сказала? Кирлив и Фреми подчеркивание 140 бета ник. Подожди, Фреми где это? хотят больше общения. Эмоции, но есть и уроды. Фризер Ты ищет что, Шина, озвучка? Али подчеркивание страдает от ТТ. В общем, чат кипит, братва. Чтобы вы понимали, это характер УИ, типа, она играет роль бандита, и она должна общаться как бандит. Но чтобы... Она, кстати, она даже написала мат, пока я тестил вчера. Она написала мат, но я ей сказал, типа, так нельзя. Я лучше промолчу. Осуждаем озвучку всем чатам просто. Пишите, что вы осуждаете, чтобы она знала, ну потому что так же нельзя. Кто краб? Бум! Где там так круто собирать ресурсы? Пипяу. Ну я сам в шоке, если честно. Иди сюда. Мне нужны крабы. И на самом деле мне нужно столько мяса, что это капец. Потому что мне не хватает. О! Сейчас смотрите. Бум! И все. Это идеально. Так, только не заговори с ними. Булим озвучку. Озвучка слышим и тебя судим. Ну, поговорите с ней. Так, Климинет. О, это же в Стрей тоже было Климинет, нет? И ты называешь себя археологом? Того не знаешь, этого не знаешь. Да какой ты вообще от тебя толк? У каждого из нас своя специализация. Я уже пытался вам это объяснить. Прекратите ссориться. Что у вас тут происходит? Эта девочка все твердила, какой она археолог. А на деле об этих руинах ничегошеньки не знает. Даже мне, не местному, известно куда больше. Теперь, чтобы найти что-нибудь ценное, я должен опираться на догадки. То есть на опыт. Ай, только зря потратил время. Предметом моих исследований всегда была архон соли. И с реликвиями, принесенные морем, я не знакома. Ничего необычного в этом нет. Ну а ты постоянно спрашиваешь, сколько стоит это, сколько стоит то. Разве можно измерять ценность реликвий посредством лишь моры? Это разве не проще всего измерять их стоимость морой? Тем более, что это соответствует традициям Лиуэ. Прошу, успокойтесь. Мы нашли что-то любопытное. Давайте изучим этот предмет вместе. Очень жаль, эти предметы в самом деле вынесла на берег из-за Архонта Виферей, но к самому Богу они никакого отношения не имеют. Но вот каменная табличка с загадочным узором и слабой аурой божественной силы, которую мы нашли, может предоставлять научный интерес. Скорее, дай мне! Хе-хе. Ну, хоть не уйдем с пустыми руками. Слава богов. Сила богов. Хорошая штучка. Но другие предметы тоже чего-то стоят, верно? Должно хватить, чтобы отбить стоимость ваших услуг. Все мое. Значит, для искателей, для исследований подходят только вещи с остатками божественной силы? Вовсе нет. Я изучаю Архонта Соли, потому что она может поведать о былой культуре и верованиях. А для тебя археология лишь способ разбогатеть. Чушь! Я профессиональный археолог и снежный. Разори меня молния, если лгу. Так, нет, ты используешь археологию ради наживы. Да, к слову, эту чашку продавать не стоит. Это почему же? Она входила в коллекцию Нингуан, и совсем не древняя. Должно быть, она упала вместе с нефритовым дворцом, если ты не хочешь рассердиться, Син. Понял. Жаль, что очень ценная вещичка. Качественная. Видите, он все потом продаст. Ну и что с того? Разве плохо, когда деньги и наука идут рука об руку? Нельзя быть такой узколобой.
Ладно, больше здесь делать нечего. Ах да, Архонт Соли мне тоже весьма интересен. Давайте отправимся в соляные земли. Соленые земли. Секунду. Воняй. Ты, да ты просто скупердяй. Ну а ты кто? Днями роешься в земле в надежде найти что-нибудь ценное. Пыль одна в голове. Опять ругается. Что же, не будем им мешать? Не будем? Клеменет. Ну то же самое. Все, пойдем. Так, куда мы идем? Куда нас отправили? Где мы? Кто мы? Что? Далековато. Окей. Соленые земли, интересно, да. Братва, чат взбесился на озвучку, булит ее жестко. Туда ее. Надо забанить Эндрюс за провокации и Назар UIT за агрессию. Да, туда тоже их Для получается. подчеркивания и Риви поддерживают озвучку Аня, Мика, тоже. Вы что? Керлиф и Киреру в центре скандала. Фреми подчеркивание 140 бета ник, Фреми предлагает прекратить буллинг. Надо разобраться и успокоить банду. Алло, банда, успокойтесь. Вы чё? Это тоже две, да? И мне опять нужна эта... Господи, забыл. Я забыл ее имя. Эмбер. Ой, она мертва. Ты чё, померла, мать? У нее 2000 хп. Кажется, я понимаю, почему она померла. А как вниз сделать? 13 секунд. Ладно, подождем. Да, вместе. Так, она придумала согласие бан озвучки. Ну, озвучки виднее. Хотя, да, она может манипулировать. Вы говорите одно, она такая, не, нифига. В смысле? Ты... Ой, ты, блин. Ба-ба-ба-ба-ба. Работай. Ты, наверное, прочитай стихи выше, старался, блин. Ща прочитаю. Я же не виноват, я же не видел. Ты думал, что их озвучка прочитает? Так. Л. Кто там? Дыхе была. Так. Эндрюс? Эндрюс писал? Да. Все в чате ржут до упаду. Доколе унижать меня будут, молвил Назар. Риви в слезах. За что я урод? Весело Тенрев. Поржакал весьма. Булим мы его в хлам. Что-то я в конце не уловил рифму. Кинул Назара в банан. Злостный дроид. Побулил чутка Фримене. И на сдачу и Мику, и Ли унижал сполна. А потом еще и коммент прописала. Я в конце почему-то не улавливаю. Не улавливаю рифму, но прикольно. Какой банан? А как? Банан написано. Назара в банан. Это у тебя Т9, походу. Это Назар. Ну, такое бывает. Ты не ожидал, а тут бац, и все, и банан. Можно. Пацаны. Кажется, я его уже убивал давно. Тихо. Ты такой злой. Ты зачем такой злой? А я его убью, интересно, вообще?
Я не понял, когда я Е зажимаю, он ставит столб, у меня щит появляется. Щит у меня появляется после столба или после метеорита? Какой ты плотный. Тихо. Короче, все. Давай вот так вот сделаем, сахарозы. И все. Бум. Хе-хе-хе. Эпично. После столба. Понял. А мне Е надо сжимать, чтобы после столба? Чиори и Джуном бей, пока не снимешь щит. И Е когда сжимаешь, тогда щиты появляются. Понял? Я слышал, что в соленых землях когда-то жил народ Архонта Соли. Поэтому здесь повсюду должны валяться драгоценные реликвии. По легенде, подданные Херви жили в достатке. Легенда эта ходит уже давно. Орды старьевщиков и похитителей сокровищ, должно быть, не оставили здесь почти ничего ценного. Просто шикарно. Знал бы я, что все тут уже почистили, не стал бы сюда срываться. А что же до этого? Здесь есть пещера, которая ведет в связанные с Архонтом Соли руины. Отсюда название соленой земли. И пошло. Вот только вход в руины запечатан загадочной силой, и печать эту еще никто не смог разбить. Хоть я и нашла механизм, который, похоже, связан с печатью, но когда активировала его, печать даже не шелохнулась. Поэтому пока что происхождение печати и способ от нее избавиться занимает первое место в моем изучении Архонта Соли. Связана ли она с Архонтом Соли? С народом Архонта Соли? Имеет ли она отношение к властелину камня? Забанить за негатив и угрозы. Алло. Ли подчеркивание и Эндрюс поддерживают озвучку и стихи. Минзи 635 предлагает фишель и колонны. Да, я сделал. Аня, .мика. Шутит про бан озвучки. Шутит. Кирвив ищет Она все под подсказки. себя. Кирору и Аня, .мика. Обсуждают стратегию боя. Назар Уайти в стиле бандитов жалуется на буллинг. Кто-то украл печать у Фрирони. В чате много шуток и советов по игре. Да, очень полезно, спасибо. Так, не знаю, реальных доказательств этому нет, но я уверена, что за печатью скрывается давно забытая истина. Архонт Соли была богиней милосердия, пользовалась всеобщей любовью и обладала великой силой. Вряд ли у него были когда-нибудь постыдные тайны. Поэтому, скорее всего, что-то скрыть хочет ее убийца, Маракс. На властелина камня это не похоже. Кому какое дело? Мне кажется, что в этих руинах ждут сокровища Архонта Соли. Ты что, совсем не слушал? Ай, даже если внутри целая гора сокровищ, туда не войти, не разбив печать. Ой, ну это ведь с нами господин Джун Ли, похоже, он знает все. И какая-то там печать не сможет его озадачить. Эта печать выглядит древней, даже господин Джун Ли может не знать всех ее секретов. Знаете что? Я думаю, что этот Фатуи же знали, что это все спектакль по поводу убийства Джун Ли, Архонта Камня. Вот, и он тоже знает, что Джун Ли это Моракс, Архонт. Вот. Кое-что о ней мне известно. Что? О печати ходят слухи, которые могут показаться разрозненными, но из них все-таки можно узнать, как ее снять. Госпожа Ваньянь упомянула о связанном с печатью механизмом. Давайте же сходим и взглянем на него. Ну, раз так говорит господин Джун Ли, тогда следуйте за мной. Пойдем. Так, что там, куси, не полетели. Понял. Баба, ты что, мать? Пойдем.
Так. Пацаны, что скрываете? Расскажите мне. Хоп. Так. Как-то механизм очень далеко находится. Вот то самое место. Здесь раскиданы камни с узором, но если сложить их воедино, они... Да, это было слишком быстро, окей. Книжки! Исследовать. Не книжки? Не книжки, окей. Ну, это просто была база археологов, которых, походу, хиличурлы... Ой, а мы такую штуку уже делали. Да. Причем тут даже подсказка. Почему подсказывают место? Видите, мы активируем механизм печатью, но... Потому что есть еще один механизм, который нужно активировать. И еще один? Я покажу вам дорогу. Пойдем. На самом деле, зачем мы вообще этого Фатую взяли? Вот он же там ныл, что вот, сокровищ нету, все. Послали бы его нафиг, типа, все, иди, давай, мы тут так просто потусуемся. Это место выглядит знакомо. Вспомнила. Здесь должно быть несколько элементальных монументов. Вы говорите, что они со всем этим связаны? Когда я изучала печать в прошлый раз, меня сопровождал человек с глазом Бога. Когда мы активировали монументы, ничего не произошло, и они потухли. Потому что их нужно активировать не все вместе, а в определенном порядке, иначе печати не снять. Разгадка кроется в легендах о войне архонтов. Войне. Тяньхэ на юге, Югуан на востоке, заоблачный предел на западе, Цинце на севере, унылый и безжизненный. Земли Юэ велики, но пристанища в них не найти. Так, юг-восток, запад-север. То есть низ, право, лево, вверх. Низ, право, лево, вверх. На юге, что было на востоке, почему жители Лиюэ не могут выражаться понятным языком? Кажется, где-то я уже слышала. А как же? Смысл этого предложения тоже касается Архонта Соли. Чтобы предоставить убежище своему народу, пострадавшему от войны архонтов, милосердная богиня обошла весь Лиюэ. В те времена, когда боги сражались друг с другом, и повсюду бушевало пламя битвы, даже одно мирное мгновение было роскошью. Наконец, она нашла убежище именно здесь, в том месте, которое мы называем солеными землями. Как жаль. В итоге это мирное место разрушил Маракс. Нет, она, походу, не понимает. Довольно история древности. Теперь, когда у нас есть ключ к загадке, давайте скорее разобьем печать. Главное, что мы сможем войти в руины, а остальное неважно. Тяньхэ на юге, Яогуан на востоке, заоблачный предел на западе, Цинце на севере. Подумай, Тенра, да я уже знаю. С помощью этой подсказки ты сможешь решить загадку. Я уже знаю. Где? Покажите. Где камни? Где? А где? Сейчас, секунду. Вот это? Вот оно. Вот вижу, раз. Ой, пацаны, еще с вами драться. Ну, хорош. Палка. Копалка. Все, отстаньте от меня. Так вот. Я вижу здесь электро. Я вижу здесь электро. Не понял. Вижу электро. Все, получается. Нужно сначала найти здесь. Я так понимаю, это вот этот, да? Этот первый. Сейчас посмотрим. Гори. Так, правильно? Вот этот раз, потом вон тот, потом... А где там? Тоже за стенкой? А где? А тут нету.
А все пропито. А надо было раньше, получается. А, вот же он. Подожди. Все, окей. Ладно. Давайте. Возьмем сейчас электро. Ой, вай, не туда. Вот сюда. Так, Дехи. Вместо тебя я возьму ее. Нажмем вот сюда. Так, сначала юг, потом восток. Где восток? Можно восток? Потом запад и север. А-ба-ба! Нет, нет, нет! Ладно, сейчас бросится. Все, все, все. Да я нечаянно, я думал, то зажглось. Не учи меня жить. Все. Так. Куда? Верни камеру. Посмотрите, печать и правда разбита. Господин Джун Ли великолепен. Что вы, сущие пустяки. Так, пора узнать, что же веками было от нас скрыто. Почему Джун Ли так это интересно? Так, верните Дэхи. Сёгун в чате. О, Сёгун Райден, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вашу стихию тут юзали. Мы с уважением, со всем уважением. Так. Давайте попробуем пролететь. Вон туда. Не хочу сейчас плыть туда-сюда. Нам же вон туда? А, нам вон туда. Туда, вон туда. Вон дырку вижу. Погнали. Бум. Ну да, но мы доплывем. Как меня тут стамина напрягает. Почему я нельзя, когда устал, так просто на спину лег и поплыл на спине? И не паришься вообще. Перед тем, как войти в руины, я озвучу предложение, которое поможет вам избежать мелких ссор. Как и в каменном лесу Гуинь. Прошу, говорите. Подпишите с друг другом контракт. В нем будет сказано, что каждый из вас сможет по очереди взять по одному предмету из сокровищ, что мы найдем. Чтобы показать искренность своих намерений, я на сокровище претендовать не буду. Вы все поделите между собой. Мне тоже ничего не нужно. Ты что? Это же такая возможность, не стоит ее отвергать так быстро. Против? Я против. То есть, почему я обязан делить все поровну с этой недотепой? Не, так не пойдет. Я не согласна. Он всего лишь осквернит реликвии Архонта Соли. Я этого не допущу. Тогда, если вы не подпишете контракт, я больше не буду вас консультировать. В поисках сокровищ и ловушек в этих руинах вам придется положиться на собственный опыт. Ты не верю своим ушам. Ладно, даже половины сокровищ этих доселе запечатанных руин должно хватить, чтобы разжиться. Если вы хотите, чтобы я подписала контракт, я его подпишу, но при одном условии, господин Джун Ли. Если мы обнаружим истину за Архонтом Соли, прошу рассудить справедливо, даже если она может навредить Мараксу. Я принимаю эти условия. Ну что ж, пойдемте. Так, и дырочки. 29 серия. Да, смотрите, какая дырища. Я в таких еще не бывал. Серьезно. Так. Попутно соберем вкусней. Ух ты! Сундук от меня спрятаться хотел, пес какой. Какие намеки? Какие? Фиолетта или подчеркивание мутить беседу, Фреми подчеркивание 140 бета и Эндрюс, тролли, надо банить. Аня призывает к бану Кусь и.
Кирлиф ищет приключений на свою голову. Зачем? Сигун Райден вошла с вопросом. Сёгун Райден, да, мы видели. Намеки на дырочки и Тенру. Тема для разговора. Аватарка казаха у Ты Кирлиф. должна была бороться со злом. Некоторые намекают на баны, но общаются весело. Капец, озвучка меня забулила. Озвучка, ты что? Ух ты, пацаны. Вам метеорит хочется? Хочется. Капец, вот озвучка подставила, получается, да? Искусственный интеллект булит меня. Я тебя создал, алло, ты что на меня прешь? Ах ты, Пиноккио. Я тебя разберу потом. Про меня не забыли. Озвучка то, что за дырочки для Тенры. Да о каком вайбике? Она должна была быть на моей стороне. Я создал ее. Какого фига? Что такое? Как-то он странно выглядел. Я не помню, а для кого мне нужен Карляпис? Или он мне не нужен для прокачки? Подстава, ну? Не понимаю. Для деда нужен. А, ну тогда я собираю. Это же первостепенная важность получается. Потому что я его хочу качать. Кстати, блин, я пройду квест. Напомните мне, чтобы я прокачал персонажей. Потому что я вне стримов заходил, собирал ресурсы. Тоже, ну так буквально там на полчасика. Вот, поэтому надо будет это сделать. Ой, мелкие пацаны, я не хочу с вами драться, серьезно. Так, Боб. Почему меня все обижают вечно? Собираю весь Карляпис, не. Собираю, не. Данжик. Погнали. У меня как раз в отряде есть нужный чувак. А, так получается, если бы я пришел бы сюда, и у меня не было бы Джун Ли, да, его дали бы как пробный. А теперь из-за него у меня получается 4 персонажа. Но я, скорее всего, могу добавить, да, еще одного. Я не буду. Но прикольно. О, соляная статуя. Так, я же мог ее пощупать. Это статуи? Нет. Это люди. А? Боюсь, это были преследователи Архонта Соли. Что с ними случилось? Какая же тайна скрывается в глубинах этих руин? Очень реалистичная статуя, будто сделанная из соли. Ну да, ну да. Такая же будет надпись. Да. Бум. Интересно, что все-таки произошло тут с ними? Так, нам туда, а я как будто бы могу туда. Или я потом туда приду? Я думаю, я не долечу туда. Ладно, не буду ломать данжи. Я не буду ломать данжи. Хорошо, так уж и быть. Ой, Чиори. А, у меня теперь Чиори на единичке. Я думаю, что не так. Все. Все. Статуя. Это я должен был дедом здесь под себя балку ставить, чтобы подняться? Ну зачем? Эй! Ладно, давайте попробуем. Где моя палка? Ты зачем ее туда поставил? Я не могу подняться наверх. Давайте я сейчас попробую еще разочек вот тут поставить палку. Забраться на нее. Ну, получается, да. А-ба-ба! Подожди, не ломай, не уходи. Вот.
Последователь Архонта Соли. Он застыл в позе полной почтения. Нет, не может быть, он напуган? Походу. То же самое. Посмотрите, эта чаша наполовину заполнена солью. Это просто солонка. Похоже, что Архон Соли был божеством нищим. Насколько я знаю, чаша эта необычная. Хоть и наполовину лишь... хоть полна лишь наполовину, она была полна всегда. То есть соль в ней не кончается. Что? Даже если ее высыпать, она все равно будет наполовину полная? Именно так. Она способна производить неистощимые запасы соли. Архон Соли воистину могуч. После всех неприятностей я наконец-то нашел сокровище. Чур, это вещица моя. Чтобы разбогатеть, мне всего лишь нужно насыпать 1000 лет, 10 тысяч мешков соли и продать их. Эй, как ты смеешь использовать реликвию Архонта Соли для таких неизменных целей? Если господин Климент желает тут соляную чашу, то согласно контракту следующий предмет будет принадлежать госпоже Ваньянь. Конечно, ничего не имею против. Разве что-то может быть ценнее этой находки? Ну, раз уж у нас контракт, мне с ним спорить нечего. Тогда идем дальше. Пойдем. Пацаны, я пришел палки вставлять. Бум! Так. Все, отлетел. О, ты жив! Какой ты хитренький тут спрятался. Не бей палку, бей его. Все. Такая музыка напряженная прям. Ага. Я так понимаю, это тоже работает? О, работает? А чего вы молчали? Зачем я брал эту... Как ее зовут? Эмбер. Это что, каменная линейка? Вряд ли она чего-нибудь стоит. Это, если меня не подводит память, это такой инструмент для измерений. Фреми или подчеркивание. Так, давайте послушаем. Назару Айтират, Аня поддерживает Тенру. Спасибо. Эндрюс шутит про озвучку. Керлиф или подчеркивание развиваются. У IGI Actorpers спрашивает про прокачку. Риви Уже, наверное, не шутит про отвечу. соль. Не надо. Аня советует деду. Сигун Райден хвалит озвучку. Спасибо. Аня или подчеркивание шутит про данжи. Керлиф говорит про Архонта. Аня или подчеркивание развлекаются. Разговор про магистра и небожителей. Так, что там, спойлеры были? Аня и стример обсуждают имена. Никого банить не надо. Чат, вы слышали это? Никого банить не надо. Здравствуй, Эндрю. Так, Риви, не спойлери. Если бы я это прочитал, я бы тебя наказал бы. Почему такой шикарный голос? Спасибо большое. Так и есть. Но Архон Соли наделила его особой силой. Если погрузить эту планку в землю, то все вокруг словно приливная волна покроет соль. Чем глубже ее погрузишь, тем больше прибудет соли. Другими словами, она позволяет получить богатый урожай соли. Она даже лучше соляной чаши. По контракту соляная планка переходит к госпоже Ваньянь. Нет, я не согласен. Экспедицию оплачивал и организовал я. Так что почему я должен терпеть убыток? К тому же эта дамочка совершенно бесполезна. Зачем ей что-то давать? А ты типа полезный. Ну все, началось. Кто бы говорил о бесполезных людях? То есть вы говорите, вы хотите нарушить контракт? Ну и что с того, если нарушу? Как работает механизм, я видел, и больше ты мне не нужен. Не забывай, что я тебя нанял. Так почему я должен следовать твоим правилам? Потому что ты заключил контракт. Властелин камня когда-то сказал, на того, кто нарушит договор, обрушится гнев камня.
Это ваш бог, а я и снежный. Я... Вряд ли тебе понравится гнев камня. Ух ты, пес фатуйный. Я так и знал, что ты пес. И теперь я это вижу, что ты собака. Такой же в камне будешь, как эти соляные пацаны. Так, не, Сахарозу возьми. Вот так вот просто сделай, и все, ему капец. Все тебе, капец. Да выпендривался. И еще будут изъяты твои сокровища. Иди дальше в руины. Идти дальше в руины ты недостоин. Покинь это место. Чтоб тебя! Ну погоди! Дурачок. Тоже мне археолог. А недолго ему хватило сил притворяться. Хорошо, что мы остались на стороже. Надеюсь, никогда не останешь такой жадиной, как он, Пайман. И хорошо, что у Пайман нюх на лжецов. Поступок Клеменета породила жадность. Но нарушать контракт людей толкает много чего другого, помимо жадности. Сколько людей смогут подчинить себе свою алчность и продолжить следовать контракту, оказавшись перед предметом своих вожделений. Давайте воспользуемся этой возможностью и будем друг перед другом честны. А? В смысле честны? Ни один из членов этой археологической экспедиции не пришел сюда ради археологии. Что же вы такое говорите? Вот вы, госпожа, не имеете элементарных знаний в археологии и можете распознать лишь пару простых реликвий. Но по части архонта соли вы просто-таки знаток. А на архонт соли? Вас не заботит ни археология, ни реликвии, только архонт соли является вашим подлинным интересом. Насколько я знаю, легенды об Архонте Соли, которые вы упомянули на бисерном пароме, передаются из поколения в поколение в зале Инь-Юань. Все, хватит, замолчите! Вы, господин, человек большого ума и таланта. Я не ошиблась, когда собралась с духом и обратилась к вам. Вы правы, никакой я не археолог. Ведущего соляным промыслом зала Юнь. Она тоже бизнесмен, который подчиняется Цесин. Мои предки были людьми, которые Архонт Соли защищала во время войны Архонтов. Если подумать, ты ни разу не произнесла Геоархонт. Точно! Раз уж об этом зашла в речь, то в Лиюэ почти никто не употребляет имя Моракс. Во время войны Архонтов Маракс убил нашу богиню из-за зависти к ее силам, лишив нас опоры и оставишь на произвол судьбы. Мы ненавидим его, но Лиюэ — это Лиюэ, Маракса, и он пишет историю так, как ему хочется. Тут чат загорелся. Чего загорелся? Алло. Риви заслуживает наказания. Да, я знаю. Ли подчеркивание и Назар UIT в тренде. Риви, как мы тебя наказывать будем? Пытаются взломать озвучку. Аня и Фреми подчеркивание 140 бета ник. Фреми хорошо шутят. Подозрительные челик 3371 и Эндрюс на вынос. Чуваки, вы на вынос. Дов, похвалить. Натали Фелови вопросы задает. Будь начеку, Бьян. братва. Хвалю. Спасибо. Начеку. Давай ты меня просто отпустишь. Не, я потом перечитаю, я тебя забаню. Я тебя так накажу, с ума сойдешь. Поэтому я ищу доказательства злодеяния Маракса. Руки у него в крови, а сердце жестокость. В сердце жестокость. Мы заключили контракт, обязались посмотреть правде в лицо. Ведь так, господин Джун Ли, вы должны рассудить это дело по справедливости. Разумеется. Добавлю только, что Лиюэ больше не Лиюэ Маракса. Следуйте за мной, впереди нас ждут ответы. Окей. Я здесь. Так. О. На самом деле, я могу туда перелететь. Что это? Я забыл Steam вырубить. Так, а здесь что будет? Не будет? Ну и ладно.
Тут подразумевается, что мне тоже нужна была палка-копалка, но... Мне тут все равно нужна палка-копалка. Так, дед, делай палку-копалку. Залазь на свою палку и погнали. Я чуть не упал. Так, здесь нужно гео. Он же пульсирует, вот, да. Прикольно. А туда не надо нам? Я могу. Маракса. Кирару, не ругай меня, но он как будто Маракс, а не Моракс. Как-то звучит не очень правильно, не? Так, можно взять Сахарозу, она просто сейчас всех разнесет. Давай. Бум. Как? Еще появились пацаны. Так, давай. Е сжимаем. Бум. Бум. Ой, я зря это... Ой, Бехи. Так, короче, я просто переключусь. Почему у меня экран красный мигает? Мне кто-то умирает? Где ты? Так, давай, вот тебя. Бум. 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 Сахароза всегда делает грязную работу. Просто разносит всех. Нет, он Моракс. Ну потому что Мора. Это меч? Сломанный меч? Это доказательство того, что Архонту Соли пришлось отбиваться. Но против Моракса... Мне надо переучиться. Моракса, она не выстояла. Этот меч куда могущественнее соляной чаши и соляной планки. Если его починить, то мир вновь увидит могущество Архонта Соли. И правда похоже, что его бросили после поражения. Два обломка меча с точки зрения археологии — это две отдельные реликвии. По контракту ты можешь взять себе только одну. Почему? Мы можем брать реликвии по очереди, но Клеменета здесь уже нет. Да. Но пункт про один предмет из сокровищ остается в силе. Нельзя сразу взять две реликвии. Джун Ли, она, кажется, человек хороший, из-за сокровища никто не дерется. Так почему бы на этот раз не уступить? Нельзя идти на уступки, когда есть контракт. Если контракту не следовать, то он будет не нужен, то он будет нарушен. Не пойдет. Без другой части меч не восстановить будет нельзя, и силу Архонта Соли вернуть не получится. Я должна оставаться верной ей до конца, невзирая ни на что. Пусть я нарушу контракт, мне все равно. Так ты уже решила? Тогда заплати цену за нарушение контракта. Джун Ли! А именно, на тебя обрушится гнев камня. Спасибо. Ничего страшного. Архонт Соли умерла, чтобы защитить свой народ. Моя жертва по сравнению с этим незначительна. Наказывай меня как хочешь. А есть хинкали с вот этим моментом? Лишь позволь взять доказательства моей веры. Спасибочки. Нет, девочек бить нельзя. Возможно, такое наказание ты бы перенесла легче, но... В качестве наказания расскажу тебе правду. Ой, там будет беда сейчас. Что? Правду? Вы хотите сказать, что правда будет моим наказанием? Да, я расскажу тебе, как все было на самом деле. И это станется... Собака Назар Уайти и собака Кирару чуть не ссорятся Вы что? Эмаракса. Собака ли подчеркивание хочет наказать ревичку. Туда ее. Собака Фреми подчеркивание 140 бета осуждает попытку взлома озвучки. Правильно. Собака Эндрюс и собака Риви готовы на мазохизм. Не забудь забанить собака Назару IT за провокации и собака Фреми подчеркивание 140 бета за оскорбление. Все, значит, это бан. Когда будет Marvel Rivals? Уже не сегодня. Хотя
завтра выходной, не знаю. Посмотрим. Так. Ну что. Да, я расскажу тебе, как все было на самом деле. И это станет ценой нарушенного контракта. К сожалению, Архон Соли, Хеврия, не была какой-то могущественной богиней. Напротив, она была слабым башком и подчинялась остальным архонтам. Она была такой немощной, что не смогла завоевать себе место среди семи. Что-то вы такое говорите? Во время войны архонтов ради власти над Тайватом боги использовали всю свою силу и мудрость. Но Хеврия предпочла сбежать. Она полагала, что спасет себя и свой народ, если перед боем просто сдаться. Война, однако, была долгой, и нападениям не было конца. После бесчисленных уступок Хеврия потеряла все свои земли, кроме последнего пристанища. Нет, этого не может быть. В последнее мгновение у нее не было даже клинка, чтобы защитить свой народ. Не было клинка? Но этот меч... Да, этот меч не реликвия Архонта Соли. Этим мечом богиня была убита. Убита этим мечом? Нет, ты лжешь! Это все ложь! Ты пытаешься подавить мою веру в Архонта Соли. Я предупреждал, что расскажу тебе все, как было. Вздор! У тебя не выйдет одурачить меня, последователь Маракса. О, ну да. Ну да, блин, она всю жизнь... Эй, постой! Всю жизнь верила в том, что это Бог великий, она спасительница и так далее, но на самом деле она была обычной секретаршей у архонтов и не смогла защитить свой народ. А похоже, это для нее было слишком. Таково наказание. Не наруш она контракт, я бы не стал рассказывать ей эту жесткую историю. Давайте проследуем за ней. Боюсь, что в глубине руин будет нечто, что заставит ее принять правду. Понял. Пойдемте. Пойдемте спасем мать. Но сначала, как мы любим, собираем коробочки. Сундук! Чуть не ушел. Ты зачем прятался тут такой сладкий? Я знаю, что я тут должен палки ставить, но я не хочу. У меня есть Чори. Она все порешает. Эти статуи, они что, бегут? Что же ожидает нас впереди? Соль и предательство. Походу мы будем драться с ней? Она, может быть, жива, какое-то воплощение? Он бежал изо всех сил, очевидно, предчувствуя что-то ужасное. Окей. То же самое. Почему Чиори до сих пор 40-й левел? Потому что мы еще не сильно дошли до Инадзумы. Ну, мы как бы дошли, но как бы нет. Ты идешь не в ту сторону, мать. Что же все это? Что они видели? Что они чувствовали? Что с ними случилось? Раз ты мне не веришь, давай иди дальше. У него такой взгляд суровый. Открой эту дверь, и перед тобой предстанет все, что тогда случилось. Ну давай. Гора соли. Это она? Вот ее убили. Ее здесь убили. Давайте на гору соли сначала тыкну. Эпицентр взрыва, чтобы раньше не находилась на этом месте, сейчас здесь осталась лишь горка соли. Понял.
На этом самом месте убили Хеврию. От нее ничего не осталось, кроме соляных следов. Ее предсмертные мгновения застыли навечно. Далее было так. Однажды кто-то из ее народа понял, что их милосердное, но слабое божество во время войны не способно защитить никого. Война архонтов была крайне жестокой. Они подумали, что чем мучиться от горечи очередного поражения, а богине лучше было бы принять скорую кончину. Но что с этими статуями такое? Каким бы ни было слабым божество, силу, которая взрывается из него в момент смерти, простым смертным не вынести. Все, кто не смог убежать, превратились в эти изваяния. Те же, кто это бедствие обошло стороной, ушли в Лиюэ, где попросили властелина камня об убежище. Их потомки боялись останков Хеврии, и жили они под страхом вечного проклятия богини. Невзирая на опасность, они вернулись сюда, чтобы сломать меч и принести жертву в надежде задобрить разъяренную богиню. Разъяренную. Не могу. Но в этом не было необходимости. Как могла смиренная до самого конца богиня гневаться на собственный народ? Я даже если и так, я не могу. Это обман, выдуманная история. Все это, даже не пытайтесь поколебать мою веру. Ну, мать, тут уже прям доказательства конкретные. На этот раз Джун Ли был вовсе не милосерден. Такова цена, которую она должна заплатить. И это не обязательно плохо. Судя по ее виду, боюсь, что еще некоторое время ее будут терзать сомнения. Даже если она не сможет сразу от них избавиться, то просто знать правду уже лучше. Почему тебе столько всего известно о кончине Архонта Соли? Ты знал, как сломать печать не из-за слухов, да? Архонт Соли. В те далекие времена история Хеврии также послужила мне предостережением. Вера в давно погибшее божество ничего хорошего не принесет. Будь то вера в Хеврию или Маракса, неважно. Однажды народ Лиюэ поймет это. Здесь больше не на что смотреть. Тенре, пройдешься со мной в каменный лес Гуинь? Джун Ли, что ты затеял? Посетить старые места, рассказать старые истории. Волей-неволей мысли порой уносят тебя к старым друзьям. Завершено. Это будет второй квест про него, да? А стримчик-то вы мне уже задолжали, ё-моё. Время-то уже вышло. Уже 7 минут должны мне. Чат, вы что? Вы что, чат? 7 минут должны. Оло. Ну все получается. Выходим. Да какие долги? Алло. Обычные долги, должные долги. Нет, это еще не завершился? Как это? Завершился же. Понял. Дядя Назар, чат требует Marvel Rivals. Олень, ты чего, бабки сорвал? Или подчеркивание, тебе бан за флут. Назар, не расстраивайся, Андрюха шутит. Фрейме подчеркивание 140 бета. Ты чё, кумир какой-то? Назар, не вешай нос, всем нужны комменты озвучки. Реви, не путай, контракт скоро, да, терпение, братан. Чат хочет действий, не вякай, пиши. Что? Ты что, озвучка? Блин, я зря сюда иду, да? Как будто бы это неправильный подъем. Телепорта у меня нету, да. Ладно. Какой дядя Назар? Я не знаю. Ты дядя теперь? Все. Завершилось задание с данжем. Окей.
Так, не, слезь. Как ты стоишь? Так, слезь. Пил. Попросил на... Что? Качай перса вкусь. Точно, блин, ну это уже конец. Какой качай? Напугался. Я точно, подожди, раз уж я все равно упал, я пойду сюда. Потому что чувствую, что я иду неправильно. Скорее вспомнится, точно так же по горам лазила. Можно я вон туда заберусь как-нибудь? Вот, тут же намного ближе. Вот, я пойду вот так. Погнали. По горам. Контент пошел, ну. Шалунишки. Так, вот здесь, опустись. Магнетическая пауза перед вздохом, ох, понятно. Держись. По горам дядя Тенра ползет к нам. Это беда, если к вам дядя Тенра приползет. Ничем хорошим это не закончится. Что такое? Кнопочка? Нет? А у вас там что, сундук есть? А если найду? Да, отстань, у вас нет сундука. Мне ответила техподдержка и попросила видео. Я так понял, нужно записать видео ошибки. Да, как оно у тебя происходит с самого начала. То есть, что ты делаешь и что происходит. Не результат, а процесс. Я уже упоминал, что под каменным лесом Гуюнь покоится множество древних богов. Ныне адепты передали его смертным, и эпоха Хеврии оказалась еще более далеким прошлым. Оставленные ею соляная чаша и соляная планка не должны вернуться в Лиюэ. Им место здесь, и здесь они обретут покой. Что нам теперь делать? Тот же чувак ушел. Я собственноручно положил конец эпохи. Я всегда думал, каким должно оставаться в моей памяти то прошлое, которое я окончил. Историю можно записать, но также ее можно изменить на сегодняшнее происшествие. Ее можно изменить, что сегодняшнее происшествие и доказало. Время — могучая сила, в потоках которой история искажается. Нужно найти надежный способ, который позволит увековечить истину веков. Когда-то для этого на камне вырезали письмена, но, казалось бы, неизменный камень, неизменный мир и даже я. Однажды все может просто исчезнуть. Джун Ли. Поэтому, путешественница, я вспомнила о тебе. Ты та, кто пронзает небеса и пересекает моря звезд. Запечатленная в твоей памяти история однажды вместе с тобой перейдет в другие миры. Такой путешественнице, как ты, нужно лишь записать, что произошло, и тогда у Тейвата будет что-то вроде записной копии всех его эпох и событий. Так вот зачем ты позвал нас с собой. Это большая ответственность. Итак, пора передать соляную шахту и соляную планку морю. Передать. Зачем нам выбрасывать их в море?
Я ведь уже говорил, здесь покоятся останки многих богов древности. Что касается Архонта Виктории Осиала, который стал узником Нефритового дворца и в морских глубинах, 1000 лет назад я и адепты сражались в заполнившей их... Ой, надо выключить. О каменном лесе Гуань. Сейчас я выключу. Спустя 1000 лет остались лишь легенды и предания. Осел, мы с тобой были врагами. Наша древняя вражда осталась среди воспоминаний прошлого. Реликвии Хервии да будут поглощены тобою. Уф. Так еще одна божественная искра покинула Лиуэ. У меня 44-й вроде. Свое наследие я оставлю на суд потомкам. Вот, продолжение следует. Все? Джун Ли. 43-й. Я еще немного побуду здесь. Боюсь, подобные мгновения воспоминаний будут случаться все реже. Мне несколько жаль Архонта Соли. Разве эти реликвии не сделают Осиала сильнее? Что ты будешь делать теперь? Хороший вопрос. Когда-то я бы смог дать тебе особенно точный ответ. Но теперь... Да, пожалуй, я продолжу исполнять роль консультанта в ритуальном бюро Ваншен. Но если это путешествие пришлось тебе по вкусу, то я буду рад совершить с тобой следующую попытку сберечь историю Лиуэ вместе с тобой. Подожди. Разве эти реликвии не сделают Осиала сильнее? Соляная чаша и соляная планка по-своему сильные артефакты, но для Осиала они бесполезны. Даже если он однажды вернет их силы и восстановит вновь, он, безусловно, вновь потерпит поражение. Понял. Привет! Здрасте. Мне несколько жаль Архонта Соли. Во времена войны Архонтов мы определяли добро и зло совсем не так, как это делают сейчас. Конечно, сейчас мне бы хотелось, чтобы она жила в более доброе время. Все? Окей. Мне дали за то, что я с ним поговорил? Или это окончание квеста только появилось? Непонятно. Так. Кач персов нет, болтать с дедом, да. Геншин моя любимая игра, я рад. Как тебе квест? Очень прикольный. Мне понравилась история... я забыл ее имя, как... Архонт Соли. Здесь нету. Ну, в общем, Архонта Соли, ее действительно немножко жаль, потому что она оказалась не в то время, она реально жила не в то время, потому что если бы она жила в это время, она была бы классным Архонтом, потому что когда в мире царит торговля, бизнес, все эти дела, и когда нету войн, процветают именно такие люди, которые заботятся о своем народе, и у них все было бы хорошо. Плюс она знакома со всеми. Кстати, он очень пренебрежительно относился, это такая низкая, к ней относился очень пренебрежительно, наверное, все-таки... Хотя нет, он же сейчас о ней ностальгично говорит. Я думаю, у ней было бы все хорошо в это время. Но она жила в то время, поэтому судьба у ней сложилась совсем иначе. Кусь озвучку. Так. Поехали. Привет, ты на Европе? Да, я на Европе. Слушай, ты знаешь, сколько лет Эмбер? 16, нет? Там же вроде написано. Вы можете посмотреть это, если скачаете Hoyu Lab приложение. Там есть дата рождения всех персонажей. Либо на сайте посмотреть. Здесь вроде не пишут. Ой, я не сюда телепортировался, извините. А персонажи? Там есть это? Надо было посмотреть. Ну ладно.
Просто у нее трясутся явные. Так. Все нормально. Блин, мне еще же нужно стамину слить. Я не хочу затягивать стримчик прям. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награды поручений. Гильдия благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя награда. Спасибо, мать Катерина, мать. 44 ранг. О. А награды ранга приключений. Отдавай мне все свои. Чувак, в чате тусовка разношерстная. Назар у IT в шоке. Z предлагает помощь. Так. А Елавиола задает годные вопросы. Годные какие? МРК и Хатевкар. Нарушители. Надо забанить. Забаним. Аня, .микачка. И Нойзи Факс веселят всех. Нойзи Фокс Фреми пришел. подчеркивание 140 бета ник. Фреми жалуется на ошибку. Какую? Обсуждают геймплей и квесты в Геншин. Правильно. Так. Смотрите, по поводу... Кстати, давайте сразу откроем. Потому что, во-первых, получить. Потому что, во-первых, вот это мы сразу откроем. Вот. Мы сейчас открываем подряд их. Отстань. Все, ключики все истратили, мы молодцы. Но осталось... Ой, как много еще. Ой, как много вас. Ё-моё, пацаны. И кому верить? Пишет, что ей... кто-то 19-22. Ей явно не 19-22. Она же мелкая. В игре посмотрите, уло. Так. О персонаже. Дата рождения 10.08. 08 год? Но ей тут не пишется история. Тут не пишется, сколько ей лет. Но, опять же, возраст можно посмотреть в приложении. Там у всех персонажей есть возраст. Кто-нибудь гляньте, скажите человеку. По поводу круток. Я не знаю, стоит ли мне сейчас крутить, потому что, ну, как бы нечего крутить. Деда мы выбили, консты мне не сказать, что нужны, и я не думаю, что я их выбью. Вот. Ну и круток у нас не так много. Что там? Ой, а кстати... нету еще. 5 круток есть. Можем крутануть вот эти. Одну. Мона здесь может выпасть. На всех сайтах нет. На официальном сайте написано. А возрастов нет в игре. Как нету? Клятва стрелка. Ты что, пытаешься меня обмануть? Сейчас, подождите. Так, уйди. Где моя Чиори? Вот. Чиори. Здесь день, месяц пишется, но не пишется год. Я знаю, когда... Но не знаю, сколько лет. Ну так, тогда никак. Эмбер около 19. Мне кажется, она малявка. Клятва стрелка. Так вот. Не знаю, давайте так. Пишите плюсы, если мы крутим нивелета, и минусы, если мы просто оставляем. Так, не спойлерите, я не буду писать, что ты начитал, я вижу, что ты пишешь что-то про Пайман, не буду читать. Так, плюсы. Вы что, все хотите, чтобы я... 5 круток, алло. Чичу. Минус. Плюс, минус. Братва, в чате обсуждают возраст Эмбер из игры. Есть мнение от 15 до 22 лет, некоторые говорят, что возраст не указан в игре. Некоторые говорят, что возраст указывать нельзя из-за закона. Также есть шутки, что Эмбер родилась в 2020 году. Пользователь Noisy предлагает не указывать возраст из-за возможных проблем. Есть смешные комментарии и поддержка идеи, что возраст можно понять из намеков в игре. Но она мелкая. Пользователи, которые могут быть забанены. Z. Так, я видел много плюсов, но знаете, как будто бы у плюсов есть цена, потому что люди, которые шарят в игре, говорят минус.
Ладно, я не буду. Но опять же, 5 круток. Копи крутки не надо сливать просто так и не. Ладно. Опять же, 5 круток это ни туда, ни сюда. Ну что? Нам же... Ну не, я, наверное, превьюшку сделаю. Опять же, следующий стрим, наверное, будет опять прохождение Джун-Ли, чтобы мы уже попали наконец-таки по заданиям легенд. Он где будет, вот этот квест? Он будет в Инадзуме? Он же типа, он не инадзумский пацан, но он в Инадзуме находится. 4 дня до нового баннера, окей. Мауки и летает и по воде, и по горам может, удобно, согласен. Да я в любом случае выбью. Крути не надо. Нет? В Лиюэ он? Вы что, чат? Гуанюй тоже в Лиюэ, кстати. Альбеда? Альбеда где? Чувак, тут куча пустых минусов от Кирару и Йипрлай. Надо их забанить. Туда их. Есть плюсы от Назар Уайти. Нойзи Факс и Йипрлай тоже на грани бана. Туда. Поддерживают крутку, но разводят флут. Ну? Симашка Арчер Ой, здравствуйте. 2.0 интересуется, сколько накоплено. Здрасте. Накоплено 5. Мика. И Керлив говорят про крутки и Мавуику, но Нойзи Факс предлагает подождать нового баннера. Надо быть осторожным с ним. Тарталию и Тому потую. Да, все, точно. Нет, Тома, который нас встретил в Иназуме. Алло, это же Тома был. Вы чё? Получается... Где? Что у нас получается? Лиуэ. Вы говорите... Тарталия, это же, господи. Я смотрю в книгу, вижу фигу называется. Я вижу Тому почему-то. Все, Тарталия. Получается, они все в Лиуэ. Альбеда где? Я его вообще видел? Я видел его, но я не помню, что с ним было. Сяо Лиуэ и Лиуэшный. Хутао. Я ее не видел еще. Эола. И вот Райден. Мне, получается, до Райдена надо ждать? Это будет первый... Офигеть, как много... Не, это нереально. Это очень много. Альбеда из Монда. Вот, я его видел здесь, как будто бы. Мы проходили какой-то с ним квест, он такой прям, как принц. На драконьем хребте в снегах тусит. Понял. Эола в Монде. Короче... Тогда ладно. Тогда... Давайте так. Следующий стрим мы пройдем... Пройдем деда уже до конца, докрутим, чтобы он там не мучился. И пойдем в Инадзуму проходить уже сюжет. Дети, посмотрите аккаунт, пожалуйста. Я не разбираюсь, я новичок. Всем привет. Всем привет и всем пока. Хутао, женушка моя из Лиеве, начальница Джун-Ли, девочка-булочка. Фокс, какая милота. Ладно. Чатик. Давайте сейчас последнюю суммаризацию дождемся от искусственного интеллекта. Вот как раз она сейчас будет. Сюжет, да, в следующей серии будет сюжет. Чат обсуждает персонажей из игры. Пользователи путают Тома и Тарталью, спорят про Альбеда и Эолу. Нойзи Факс и Таузерн 4 икры рекламируют аккаунты. Их стоит забанить. По-любому. В целом, обсуждают героев и локации, хайпуют. Мегапикселей и Нойзи Факс активно обсуждают персонажей и их происхождение. Симашка Арчер 2.0 и Таузерн 4 икр просят оценить аккаунты. Аня, Мика. И Эндрюс также обсуждают Альбеда. Женек и Алью приветствуют всех. Все. Да, это была последняя суммаризация. Так что, это кто говорит? Это искусственный интеллект, который читает ваш чатик и потом резюмирует, что вы сказали. Ну что ж, дамы и господа. Стримчик заканчивается. Вы мне должны полчаса. Вы что, гоните? Какие полчаса? Вы что? Все, короче. Всем большое спасибо за ваши лайки. 10 тысяч лайков. Вы что, с ума сошли? Вы что, там тапали весь стрим? Спасибо за лайки, подписки и самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной.
Мы потестили, мы все настроили, мы сделали круче качество на ютубчике, чему я несказанно рад. И мы прошли квест деда. Первый. Есть еще один, который мы пройдем в следующем стримчике. Вот. Всем большое спасибо. Всем пока. И как всегда на прощание. Все. Пишите пока мне, пишите пока чатику, и я ухожу. Ня-ня, полетели ня. Ну, либо пишите ня, ну, как бы, как хотите. Время так быстро прошло, да капец. Пойду в реплей, давай. Пока-пока. Все, всем пока. Спокойной ночи, да, уже спокойной ночи, точно. Все, всем пока-пока. Так, YouTube, Twitch, Трова. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.